Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас утро, села завтракать. У меня какао и каша. Каша в этот раз с молоком, черноплодной рябиной и морковкой. Сейчас я позавтракаю, сниму хобби-влог, пойду получу на почту посылку, схожу в пятерочку, а потом поеду уже в основной фикс прайс, там в Ашан, закупать продукты, ну и погулять. Вот такие тут подъезды, видите как? Ну это кооперативный, а этот обычный. Я иду на почту. Взяла с собой мусор и задумалась, прошла мимо нашей мусорки. Вот. Ну, здесь у нас много их, но вот туда дальше идти. Ну, в общем-то, на улице нормально. Но опять же, вот у нас здесь нет ветра, у нас здесь довольно тепло. А как будет на ЦСКА и на Динамо, не знаю. Посылку получила, народа не было. Иду вот из ближайшей пятерочки. Я что-то не поняла. Ну, в Ашане, допустим, гречка стоит за 800 грамм 74 рубля. В пятерочке за 900 грамм была уже 89. Вчера, сейчас 94. То ли это в нашем магазине, то ли везде. Сейчас пойду проверю. Короче, я опять, походу, задержусь сегодня. Напасть какая-то. Я в итоге планировала взять только гречку. Взяла по итогу мандарины, морковь. И теперь отнесу домой и вот туда, на ту сторону, в пятерочку. Я уже вышла из метро «Динамо», там, где Арена Плаза. Перешла на другую сторону. И вон там большущий главный фикс-прайс. Ну, я там была где-то больше года назад. Вот он там. Так, ну вот, подходим. В общем, беру вас с собой. Кофе 59 рублей. Тут даже касса самообслуживания. Давайте посмотрим. Канцелярию я буду показывать в другом видео, как всегда. Ну, тут елочные игрушки, наклейки, всякий декор. Это как и везде, ну, по крайней мере, я сравниваю с нашими фиксами, в которых я бываю обычно. Поэтому, в принципе, вот только на верхней полке то, что там декор. А так все одинаковое. Но здесь, видите, ценники. В основном везде есть. У нас все-таки в наших фиксах многие ценники отсутствуют в принципе. Так, а это свечка в гранулах. Интересно. Ну, всякие ангелочки, статуэтки. Еще декор. Ну, может быть, конечно, я что-то и пропущу, в том смысле, что снять сниму и не обращу внимания. Такое тоже может быть. Ну, если тема не сильно, допустим, интересна.
книжки. Вешалки, целый стенд разных. Так, что тут еще? Это детская. Всяких кукол полно. Еще игрушки. Ну, это у нас тоже, в принципе, есть. Здесь посмотрим. Вот для рукоделия очень большой отдел. Нитки. У нас такого количества нету. А здесь, смотрите, абсолютно разные. Ух ты, какие коробочки новогодние красивые. Нежные такие. Так, дальше ванна, туалет. Ну, по-моему, ассортимент довольно тоже стандартный. Чехлы. О, контейнеры тоже новогодние. Ну, все такое для дома. Стельки. Большой выбор. Все для обуви. Для уборки тряпочки пошли. Красивые цвета. Такс. Металлические там мочалки. Перчатки. Мешки. Так. Вот это меня заинтересовало. Ну, потом. Сейчас я поснимаю, потом разберусь, сколько, во-первых, она стоит. И подумаю, нужна она мне или нет. Раньше бы я, наверное, мимо этой полки даже не прошла бы, что-нибудь купила. Но контейнеров много. Батарейки. Тут органайзеры, еще что-то, по-моему. Светильники. Швабры. Для автомобиля. Тут вот еще отдел для автомобиля. Косметика. Ну, средства гигиены, точнее. В целом все то же самое. Преимущественно. Ну, я сейчас к косметике стала поспокойнее относиться, поэтому так поснимаю. А вдруг кому что интересно. Не, ну в целом нормальный магазин, может быть, буду даже заходить еще сюда. Ну, просто проблема в том, что зайти-то я сюда могу, это несложно. Но потом-то идти гулять, идти в Ашан, так что все равно много ты не возьмешь. Ну, я уже давно не покупаю много всего. Вот, кстати, цветы довольно красивые. Вот я уже сейчас покупаю все выборочно, поэтому как бы в целом вполне можно. То есть банальные, не знаю, средства для мытья полов можно взять рядом с домом. Ну, а так сюда раз в месяц, если зайти, посмотреть что-то вдруг новенькое, так это вполне можно. Так, проектор. Ну, это я тоже так смотрю, потому что, опять же, раньше бы я набрала бы всего, но я понимаю, что все эти лампочки, они мне вроде нравятся, но они просто так стоят. Поэтому набирать не буду.
Вот этот отдел еще не снимала. Красивые цвета здесь. Все, что модно. Ну, еще отдел со всякими инструментами, кисточками. В принципе, не вижу ничего нового. Вот сканер. Бытовая химия. Стиральные порошки. Огромные какие бутыли. Но это удобно. Фейри в большом количестве. В общем, много всего. Вот здесь, пожалуй, выбор, конечно, больше. О, вот это вкусняшка. АОС. Мне, конечно, больше всего понравилось то, что здесь есть сканер. И реально можно самим спокойно отсканировать, потому что у нас говорят, идите на кассу. Ну, на кассу идти, понятно, там подскажут, но там же тоже очередь. И все это неудобно. А здесь подошел, отсканировал, как в любом другом магазине. Это хорошо. Средства для ковров, к сожалению, выбора никакого толком нет. У меня на полу лежит один ковер дома. Он мне просто нравится. Ну и вот его надо чем-то чистить. Бумага. Так, это антинакипин для машины. Тут для утюгов, для чайников еще есть. Ну, может, и у нас в продаже тоже. Так, здесь что для спорта. Плюс всякие косметички, сумочки. Ух ты, это что такое? Так, щетка для ног. Прикольно. Слушайте, надо же, как прикольно. Интересно. Так, это спортивный коврик-подушка. Ну да, вот интересно. Всякие косметические штучки. Ух ты, слушайте, какие сумки классные. Просто я как-то брала пляжную сумку здесь, и она исключительно шикарного качества. И вот, вот это вот из этой серии. Смотрите, она реально добротная. Она не выглядит как какая-то дешевка. Здесь вот прям чувствуется, что все пошито качественно. Супер. Тут вот желтые, красные цвета. Но мне вот этот первый, то, что я показала, вот этот нравится. Так, а вот это? А вот это тоже хорошая сумка. И также разных цветов. К слову, это здорово. Вот в этом плане они молодцы. Но вот первый это прям лучше. Так, это косички. Угу. Такс. Рюкзачки, кстати. Опять же, симпатичненькие. Расчески. Цвета такие милые. Ну, понятно, сейчас это в моде. Заколки. Мороженое. Вот у них тут ценники. Посуда. Посуду я люблю. Надо было ехать сюда, когда появились эти стаканы с двойным дном. Может быть, удалось бы купить. Ну,
буду снимать, давайте вот так, подальше, чтобы, во-первых, ничего не разбить, во-вторых, так ракурс лучше. Тоже преобладают мятные оттенки. Угу. Тоже миленькая вещичка. Ну, это я видела. Мельница электрическая. Для канапе это у меня есть. Ох, вот эти формочки прикольные, красивые. Так, что тут еще? Угу. Так, для сэндвича форма. Так, а это формочки. Надо разобраться, что к чему. Сейчас поснимаю, потом буду разбираться. Это меня интересует, но в целом вот так. Есть еще формочки. Ага, вот так они выглядят. Опять же, надо посмотреть, есть ли открытые. Если есть открытые, надо тоже туда заглянуть. Не, ну потому что 99 рублей цена вот эта прикольная, подставки. Соответственно, не хочется покупать кота в мешке, как бы. Трафареты. Ну, просто если бы цена вопроса была там 55 рублей, например, хотя бы, я бы, может, не глядя взяла бы хотя бы одну. Вот. А за 99 надо все-таки уже, я считаю, смотреть. Так, это что? Ух ты! Смотрите, пряничные домики. Это я точно беру прям сразу. Сходу. Это мне надо. Ну, сейчас я еще посмотрю, какие здесь варианты есть. Так. Ну, это елочки. Все те же самые. И, в общем, 79 рублей. И синенькая. В общем, беру. Сейчас посмотрю, что тут еще есть. Ну, звездочки у меня имеются, форма. Тут все как обычно. Губки. Еда. Такой ассортимент, он мне особо не нужен. Полотенце. Для штор вон там зажимы красивые. Салфетки. Ну, выбор широкий. Сейчас посмотрим, что из всяких там вкусняшек, например, есть. Ну, пока я вижу все то, что есть везде. Продолжим дальше смотреть. Ну да, все как всегда. Особо ничего такого тут нет. Любопытного. Так, а это... Угу. Это что-то новенькое. У нас такого еще нет. Это есть. Смотрим еще. Это тоже все стандартно. Но, конечно, здесь более просторно.
кофе. Вот черная карта, видите, не на кассе стоит, что тоже хорошо. В таком доступе. Не, ну выкладка вообще товаров гораздо лучше. Чай, напитки. Абсолютно все разное. Так, отдел со всякими газировками, ну и тому подобное. Тоже видите масштабы. Закусочка. Тоже прям всего много. Еще газировка пошла. Просто вода. Соки. Вот еще. Ну, здесь мы уже были. Для зверюшек. Для детей. Это все всегда вместе, заметьте. Ну, в общем, да. Плюс-минус один уровень. Вот. Так он украшен. Носочки. Слушайте, какая милота вообще. Здоровско так. Вот этот вот вообще красота. Носки, конечно, прям выбор огромный, они красивые. Колготки. Варежки, перчатки. Вот когда я заказывала на Shein, вот бы было здесь. Вышла уже из Fix Price. Кое-что купила. Потом покажу. Ну, в принципе, он хороший тем, что просторный. Выбор чуть побольше. То, что можно... В основном все ценники на месте. А что не на месте, можно отсканировать. Обычно я по той стороне хожу. Но так как переходить в любом случае на эту сторону, я уж не стала. Раньше я всегда тут ходила, но по факту мне там нравится больше. Здесь я почему-то никогда удовольствия не испытывала. Какое оформление крутое. Да, позитивненько. Жесть. Не, ну чё, проза жизни. Востребованный товар, не доведи Господи, конечно. На улице, кстати, очень тепло. Даже без варежек, в принципе, сразу не замерзнешь.
Вон там еще впереди один велосипед украшенный. Наконец-то сделали тут переход. Раньше его тут не было. Вот с этого ракурса Петровский путевой дворец, елка классно смотрится. Ну, правда, машины все закрывают. Вот туда вот и идем. Лифт. В общем, я обычно вот здесь перехожу и потом иду здесь. Место, конечно, тут стрёмное для перехода. Вот эта пятерочка на лету называется, где полностью самообслуживание. Там еще кофе, кстати, бесплатно за первую оплату со смартфона, но у меня как бы кофе и так бесплатно. Взяла себе стакан. В этот раз взяла латте. Кажется, латте. Вспомнила, что мне сегодня еще можно даже выпечку, поэтому я решила зайти сюда. Так, конечно, не совсем удобно. Включила стабилизацию. Посмотрим, что будет. Но я не совсем уверена, что встроенная стабилизация будет работать. Но проверим. Лишним не будет. Да, вот если бы вся зима была такая комфортная, было бы прекрасно. Шикарно гулять. Главное не забыть в этот раз, что я купить собиралась. Потому что мне надо упаковочку какао взять. Я вчера в Фамилия обезжиренное какао увидела. Но на самом деле ерунда. Там разница небольшая, да какао в принципе не жирный продукт. Ну, я имею в виду, что там показатели в принципе не зашкаливают. Ну, и так, мне томатная паста нужна. Замороженные овощи. Ягоды у меня есть. Я в том месяце покупала 3 упаковки и съела только одну. Сегодня вторую утром начала, поэтому не требуется. Яблоки, мандарины. Это я взяла сегодня в пятерочке, чтобы не тащить. Так, снег блестит классно. Тишина, народу вообще мало. У меня сейчас по этой аллее, потом еще 2 или 3 пройти по этой стороне. Потом обратно и еще туда-сюда. Ну, потому что еще только 18:34 я успею. А если поздно приеду домой, не страшно. Вчера я еще в это время, по-моему, только к парку подходила. Так что время достаточно. И надо еще загуглить, как пряничный домик-то склеивать. Глазурью, наверное. Не знаю. В общем, узнаю. Потому что я как раз думала, вот бы сделать домик. И он как раз продавался. Там еще елочка продавалась, тоже такая форма. Но это уже будет, честно говоря, слишком.
Тем более, ну, елочку. Не, ну, хотя просто на самом деле у меня вот есть эйвоновская или орифлеймовская, я рассказывала. И там, ну, она совсем большая. Это будет столько печенья много. Хотя, может, я и сделаю. Посмотрим. Под настроение. В конце концов, с этими печеньками ничего не будет. Полгода они могут точно лежать, поэтому... Вот. Другой вопрос, что в этой елочке прикол, чтобы она стояла. Вот. А вот домик можно сделать для разнообразия. Он там как бы небольшой получится. Постоит праздники, потом можно схомячить. Ну просто я еще, знаете, как бы все же считаю калории. И когда там глазурь, ее просчитать очень сложно. Это, ну, чтобы быть очень точной, это нужно прям или равное количество везде. Ну да, скорее так. И поэтому проще, конечно, на печеньке все это наносить. А та же елочка, которая потом будет отламываться, это только если реально вот так вот пришли гости, и не один человек, и, например, там детям, да, у кого. Это актуально. Уже иду в Ашан. Моя прогулочка закончилась немножко раньше, чем я думала. Но сейчас, правда, 8 часов вечера. Но я еще должна была одну аллейку пройти, и потом еще все в обратном направлении. Но у меня где-то час назад стало что-то, ну, как висок сжимать. Неприятно, я еще так удивилась, думаю, вообще только этого не хватало. Это вообще не моя тема. Вот. Ну, а сейчас вообще, короче, телефон в снег, ну и все дела. Голова закружилась. Так что сейчас иду в Ашан. Может быть, даже придется у них что-то, если будет что-то приличное, из мяса придется взять, потому что я дома буду только часа через 2 со всеми закупками. В общем, да, прикольно. А я так еще бы с удовольствием погуляла. Такая шикарная погода. Но, честно говоря, я уже просто боюсь. Потому что, не дай бог, еще грохнуться. Так уже, чтоб совсем с отключкой. Сейчас покажу, что я приобрела в магазинах в разных. Я заходила в пятерочку, покупала собаке гречку. Ну, кстати, я списывала баллы, так что мне она обошлась гораздо дешевле. Но если, например, вот действительно я проверила, гречка в Ашане 74, то в пятерочке во всех магазинах она оказалась по 94, кажется, рубля. Вообще за ночь на 5 или 6 рублей это прям вообще весело. Но в любом случае гречка нужна, поэтому я взяла. Также по 89 рублей я взяла мандарины, также в пятерочке. И яблоки, по-моему, 89 рублей за килограмм. Я взяла 2 упаковки. Еще взяла морковь, но морковь нужно будет больше, просто у меня уже было много всего, и время не было. Нужно было ехать в Ашан. Теперь покажу ашановские покупки. Я как-то в супермаркете Билла купила средство для очистки ковров «Золушка».
Оно мне очень понравилось, но больше я его нигде не вижу, ну, только на Валбересе. Но вчера поехала в Ашан, и, ну, средства уже нужно сейчас, как говорится, заказывать все это, в общем, мне не очень охота сейчас. Короче, взяла вот такое Help на Vanish, сразу скажу, у меня аллергия, как и у многих. А это, видите, даже закос такой под Vanish. Ну, я надеюсь, что только внешне. Я надеюсь, что никакой аллергии не будет. Пахнет какими-то конфетками. И меня подкупило, что для моющих пылесосов подходит. Ну, посмотрим. Цена 137 рублей, кажется, за литр. Инструкция вот с обратной стороны. Также я в предыдущем видео показывала, что взяла на пробу соевый соус от марки «Каждый день» классический. Ну, в принципе, он оказался нормальным. Сашетка стоила 5 рублей. Ну, я взяла большую упаковку. Пусть будет 88 рублей за литр. От более дорогих вариантов состав не отличается, по крайней мере, из того, что я там смотрела. Мед я обычно беру в Верном, он достаточно хороший. Он у меня еще с прошлого раза есть, и я его решила оставить именно, вот, когда хочется непосредственно чайную ложечку меда взять, там с чаем, например, еще с чем-то. Вот, а для выпечки я взяла мед тоже цветочный, только от марки «Каждый день». Здесь 900 грамм и цена 204 рубля. Вот. Дальше. Для собаки иногда на побаловаться овсяное печенье. Я, правда, не знаю, будет он есть его или нет. Посмотрим. Может быть и не будет, хотя он не привередливый, но все-таки. Извините, что штатив задеваю. Какао взяла и так пить, и для выпечки от Ашан с птичкой. Какао такой классный, мне нравится. Гораздо даже лучше, чем этот самый золотой ярлык. Но я уже рассказывала. Также я взяла, у меня заканчивается отбеливатель, и я взяла Boss Plus, Boss Plus максимум по 109 рублей. Я в прошлый раз решила взять, так, поставлю где-нибудь в сторону, я в прошлый раз решила взять Boss в жидком виде, но, скажу честно, он работает слабее, чем вот этот вот. Поэтому в этот раз решила, в тот раз жидкий стоил 105, в этот 111, но решающим было именно качество. Поэтому как усилитель стирки будет вот этот, а жидкий, который у меня еще остался, я его перелью в спрей и буду использовать вот как фаберликовское средство. Ну, дополнительно, да, наносить на какие-то загрязнения. Полироль у меня заканчивается. Взяла Золушку уже в 3-й или в 4-й раз. Классная полироль, она вообще замечательная. Ну и сама по себе она имеет нормальный запах, но я туда добавляю какое-нибудь эфирное масло. И получается еще лучше. Так, на дополнение к подарку, ну как подарку, в посылку положу OptiClean. Это влажные салфетки для оптики. Здесь 20 штук. Ну, собственно, меня просили, поэтому я взяла. Правда, просили немножко не такие, но тех не было. Вот. Для собакена я взяла булочку. И не одну. Вот. Но это я на Новый год. Сейчас у него уже был перебор с вкусняшками. Вот еще. Это все ему на 31 и на 1. Сейчас пусть немножечко подиетится. Томатная паста, она прекрасна как в маленьких, так и вот в таких вот упаковках.
поэтому взяла 2. Ну, потом просто, если не хватит, я лучше докуплю. Но должно хватить. По крайней мере, надеюсь. Так, в этом пакете все, по крайней мере, то, что нужно показывать. Ну, там просто еще есть немножко канцелярского, поэтому это для отдельного видео. Так, ну и здесь совсем немножко покупок. Во-первых, как всегда, китайский салат. 79,99 и у меня на 67,83. Так. И был стебли сельдерея в этот раз по 49 рублей. Вообще шикарно. И я взяла 2 упаковки. Вот. Ну, собственно говоря, все, что я приобрела. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи, всем пока-пока.